Смотрите, даже эксперты делают эту ошибку при торговле криптовалютами. Я расскажу вам о ней, чтобы вы обезопасили себя, не теряли деньги и получали прибыль с криптовалют. С вами Криптору, канал крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. Мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor о самой чудовищной ошибке в отношении криптовалют. Итак, ошибка, о которой я говорю, относится к техническому анализу. Неважно, делаете ли вы теханализ сами или используете чужой, или смотрите, как другие делают технический анализ. Это относится к вам. Посмотрите это видео, чтобы понять ошибку и не допустить ее. Дисклеймер. Большинство людей на YouTube и в Twitter, делающих теханализ криптовалют, смотрят на новости, на события, на макроэкономику. Они обращают внимание на действия властей, на движение процентной ставки и так далее. Когда речь идет о теханализе, есть аргументы в пользу обоих направлений. Есть как аргументы в пользу того, что криптовалюта поднимется, так и аргументы в пользу того, что она упадет. Например, вы все время слышите от меня: давайте я нарисую график. Просто как пример. Извините, я не художник. Так вот, я все время говорю, если мы преодолеем сопротивление, мы закроем выше сопротивления, начнем расти с объемами. Есть шансы, что мы начнем расти. Или я могу сказать, если мы упадем ниже поддержки, закроемся ниже нее, она станет сопротивлением, мы пойдем еще ниже. Это зависит от вероятностей. Но если мы делаем это, то ожидаем вот это. Если вы занимаете вот эту позицию, то принимаете стоп-лосс. Я не хочу утомлять вас теханализом сейчас. Я просто хочу показать вам кое-что очень важное. Только что зашла моя собака. Это мой щенок. Ну, если вы его еще не видели. Я очень его люблю. Он лучший. Ты же лучший? Окей. Проблема в том, что новости, макроэкономика и процентные ставки затуманивают ваше восприятие, ваши суждения, и вы становитесь предвзятым. Давайте кое-что объясню. Есть новости для масс, а есть новости для элит. Мы с вами никогда не прочитаем новости для элит. Мы получаем только новости для масс. И когда мы их получаем, уже слишком поздно. Люди пытаются оправдать свой теханализ с помощью полученных новостей. А должно быть наоборот. Покажите мне график, и я расскажу новости. А не скажите новости, и я покажу график. Понятно? И слушайте, процентные ставки не важны. Я это доказал, когда говорил, что цена биткоина вырастет, хотя были проблемы с движением процентной ставки. Что сделал биткоин? Он вырос. Когда началась ситуация в Украине, я сказал, что биткоин вырастет, что ему на это наплевать. Меня все назвали идиотом, а он вырос. Я понимаю, что это звучит противоречиво, но слушайте, я нонконформист. Посмотрите на историю цен. Когда были войны на биржевых рынках, в большинстве случаев, если не во всех, цена биткоина росла. Вы, наверное, думаете: Пол, я не понимаю, почему так происходит. Объясни мне, чтобы я лучше понимал. В этом вся и проблема. Рынки нерациональны, они иррациональны. Рынки нерациональны, они иррациональны. Если вы берете рациональные события и пытаетесь предсказать рынки, то в большинстве случаев вы ошибетесь. Хватит рационализировать рынки. Теханализ покажет вам возможные направления и то, как действовать. Если есть вероятность, что цена пойдет вверх, вы ставите на то, что она пойдет вверх. Или вы ставите стоп-лоссы, если вы были неправы. И так вы выходите с рынка, понятно? Это работает и в обратном направлении. Смотрите, большинство моих предсказаний, особенно по биткоину, сбываются. Потому что я смотрю на графики. Я не читаю новости. Я узнаю их после того, как сделал ТА, не до технического анализа. Потому что я запутаюсь и буду предвзят. И это повлияет на мой анализ. Если вы хотите быть техническим трейдером, свинг-трейдером, дей-трейдером или инвестором, использующим технический анализ, перестаньте читать новости. Перестаньте обращать внимание на то, что происходит, на весь шум. Особенно, если вы торгуете в долгую. Это временно. Вам не нужно знать, что за событие произошло, чтобы знать, как отреагируют рынки.
Вы можете увидеть это на графике до того или сразу, как только что-то произойдет, если вы будете внимательны. Недавно я разговаривал со своим племянником. Я позвонил ему. Я говорил ему некоторое время назад, когда биткоин упал ниже 25 тысяч долларов, что пора покупать, поскольку биткоин не падает так сильно, как следовало бы из-за того, что произошло. Люди паниковали, и, конечно, он продал. Продал где? Внизу. А почему? Потому что так поступили все остальные. Когда появились новости, паника уже началась. Биткоин падал из-за инсайдеров. Вы реагируете слишком поздно, понятно? Есть место для реакций, но вы реагируете слишком поздно. А если вы хотите погрузиться глубже, то даже фундаментальный анализ вторичен по отношению к техническому. Не верите мне? Посмотрите на мемкоины. Какой фундамент у мемкоинов? Я, конечно, понимаю, что нельзя провести технический анализ большинства мемкоинов, поскольку не у всех есть история цен. Но посмотрите на мемкоины, которые уже давно существуют. Посмотрите на Доги. Какой у нее фундамент? Рынки иррациональны. Послушайте еще кое-что. Поскольку это крайне важно, большинство людей в криптоиндустрии, делающих технические анализы, неопытные. Они начали это делать после того, как познакомились с криптовалютами. Большинство не было в криптоиндустрии достаточно долго. А если посмотреть на большинство экспертов по теханализу, они молоды, им меньше 30 лет, даже меньше 25. Сколько они практиковали технический анализ? 2, в лучшем случае 3 года. Нужно 2 или 3 года просто, чтобы научиться проводить технический анализ. И ТА, которые они делают, такие запутаны. Сколько индикаторов, сколько паттернов. Они не нужны. Требуется несколько базовых паттернов, базовые свечки, линия поддержки и линия сопротивления. Не нужно рисовать треугольники и захламлять экран, чтобы проводить технический анализ. Они делают это, чтобы продать вам это. Они делают это для просмотров. Я понимаю, я тоже делаю видео для просмотров. Мы на YouTube не для анонимности. Но они делают это ежедневно, чтобы получать просмотры. А вы-то не дейтрейдеры. Поймите, большинство из вас не дейтрейдеры. И если бы вы были им, то не тратили бы время, смотря видео на YouTube. Итак, у них нет опыта проведения технического анализа. Они сами только учатся. Большинство заработали себе репутацию во время бычьего рынка. Каждый может прослыть гением на бычьем рынке. У обычных трейдеров есть свои фишки, потому что они пытаются применить то, что знают к криптовалютам. Хоть много чего совпадает и работает, есть параметры, которые следует изменить. Например, стоп-лоссы. У криптовалют они очень сильно отличаются от фиатных. В общем, я здесь не продаю курсы, потому что у меня нет курса по техническому анализу. Хотя у меня есть несколько курсов и бесплатных вебинаров. Вы можете посмотреть их по ссылке ниже. Посмотрите вот это видео, если хотите получить прибыль от криптовалют и не потерять свою одежду. Ок. Посмотрите это видео. Не забудьте подписаться и увидимся в следующем ролике. Вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Также смотрите оригинал видео на канале автора по ссылке в описании. Пока.